Всем привет! Сегодня я начинаю серию овощей и фруктов. И вот такой вот сумочки, авоськи. Спрашивали меня там, когда я снимала видео, будет ли видео насчет этих всех игрушек, овощей и фруктов. Я решила снять. Значит, вот такая вот будет у нас авоська, яблочко, яблочко, морковка, лимончик и свекла. Вот такие вот фрукты и овощи. Начнем мы вязать свеклу. Вот такая вот свеколка. Размер у нее у меня получился 5 на 5 и где-то 8 сантиметров длина ботвы. Вязала я вот такой вот пряжей. Это мессеризированный хлопок, так называется. Толщина пряжи 1 миллиметр. Она тоньше основной пряжи, которую я вяжу. У меня не было просто из этой серии такого цвета, поэтому я взяла другую пряжу. Вот. Ботву я буду вязать вот такой вот цвет. Ярнар джинс 50 грамм, 160 метров. Начинаем вязать свеклу. Свяжем сначала ботву, то есть листья. Набираем цепочку из 21 воздушной петли. 21 воздушная петля. Провязали, и начиная со второй петли от крючка мы провяжем 19 столбиков, то есть последний столбик. В последний столбик мы провяжем соединительный столбик. Вяжем 19 столбиков без накида по цепочке. И 19 столбик без накида. В последний столбик делаем соединительный столбик. Ниточку отрезаем. Далее берем зеленый цвет. Пропуская, сейчас присоединим все зеленый цвет, пропустив именно отсюда 5 воздушных петель. Вот отсчитываем, значит, 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяем в шестую воздушную петлю ниточку. Кончик ниточки будем ввязывать по ходу вязания. Так, нам надо провязать 3 соединительных столбика. Это будет первый столбик, куда мы присоединились. Далее в следующую воздушную петлю второй соединительный столбик, в следующую третий. Дальше вяжем 3 столбика без накида. Раз, следующую воздушную 2, далее 3. Затем вяжем 3 полустолбика с накидом, делаем накид и продолжаем вязать. Раз полустолбик с накидом, второй полустолбик с накидом и третий полустолбик с накидом. Далее вяжем 3 столбика с накидом, накид, и вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Дальше мы будем вязать по 2 столбика в одну петлю с накидом. Повторим 6 раз. Раз, 2 столбика в одну воздушную петлю. Это 1. Далее раз, сюда же 2. Это вторая прибавка.
Далее в следующую воздушную петлю, последнюю. Раз, два, третья прибавка. Разворачиваем вязание, находим наш первый столбик и вяжем сюда прибавку. Раз, два столбика с накидом. Это у нас четвертая прибавка. Раз, два, пятая прибавка. Раз, два, шестая прибавка. Далее вяжем 3 столбика с накидом, то есть в обратном направлении. В зеркальном отражении как бы у нас получается вязание. 2, 3 столбика с накидом, 3 полустолбика с накидом, 2, 3, 3 столбика без накида. Раз, два, три. И 3 соединительных столбика. Захватом рабочую нить продеваем сквозь петелечку нашу. Второй раз соединительный. И третий столбик соединительный. Разворачиваем вязание. Так. Дальше вяжем 3 столбика без накида, наши соединительные столбики. Раз, не делая воздушную петлю подъема, сразу начинаем вязать. 2, 3 столбика без накида, затем 3 прибавки подряд столбиками без накида. Раз, 2, 3. Далее по прибавке из столбиков с накидом, полустолбики с накидом, вернее, будем делать прибавки из таких столбиков. Значит, раз, два полустолбика с накидом в одну петлю. Повторим так 6 раз. Это раз. Прибавка из полустолбика с накидом. 2 полустолбики с накидом. 3. Дальше мы будем делать прибавки из столбиков с накидом. Повторять будем 12 раз. Накид. Раз. Прибавка. Второй столбик в одну петлю. Вторая прибавка. И так мы делаем. Вяжем 12 прибавок из столбиков с накидом. Далее повторяем прибавки из полустолбиков с накидом 6 раз. Прибавки из полустолбиков с накидом. 6 прибавок подряд. Дальше 3 прибавки подряд из столбиков без накида. Раз, два, три. 2 столбика без накида. Получается у нас соединительные наши столбики. 2. Тут немножечко туговато я затянула. В дело. Значит, второй столбик без накида и соединительный столбик сюда, куда мы присоединялись. Все, ниточку отрезаем. Вот такой вот листочек, такая ботва у нас получается для свеклы. Вяжем таких листочков 4 либо 5. Смотрите, сколько вам захочется. Либо 4, либо 5. Я думаю, больше не нужно.
Оставляем вот так вот хвостики, для того, чтобы потом их вдеть в свеклу и там внутри соединить. Вот. Либо мы можем это все отрезать и пришить, но я думаю, лучше оставить. В общем, давайте свяжем 4 либо 5 таких листочков. Итак, я связала 5 таких листочков ботвы. Теперь вяжем саму свеклу. Набираем 2 воздушные петли, можно и в кольцо набрать. Нам надо будет набрать либо в кольцо набираем 6 столбиков без накида, либо вот 2 воздушные петли во вторую петелечку мы провязываем 6 столбиков без накида. Два, 3, 4, 5, 6. Далее мы провязываем 6 прибавок подряд. Если набрали в кольцо, то кольцо сильно не стягивайте. Здесь у меня вот есть отверстие. Вот сюда мы будем вставлять наши листочки, но это потом. Значит, провязываем 6, вяжем, вернее, 6 прибавок подряд. Итак, раз прибавка, вторая прибавка, третья прибавка. Получилось у нас 12 столбиков. Это второй ряд. Третий ряд мы провязываем опять. В каждый столбик вяжем прибавку. У нас получится 12 прибавок подряд. В каждый столбик вяжем прибавку. И в ряду у нас будет в третьем 24 столбика. Четвертый ряд, 3 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз и в ряду 30 столбиков. 3 столбика и прибавка. Раз, два, 3 столбика и прибавка. Пятый ряд, 4 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз и в ряду у нас 36 столбиков. 4 столбика и прибавка. Раз, два, 3, 4 и прибавка. Повторяем 6 раз. Шестой ряд. Вяжем 14 столбиков без изменений. 14 столбиков без накида. Далее вяжем столбик и прибавка. Повторим 2 раза. 1 столбик. Далее прибавка. Раз и еще раз. Столбик. Прибавка. Затем вяжем 14 столбиков без накида, без изменений. И прибавка. Столбик. 2 раза. Повторяем до конца ряда еще. Вторая прибавка и столбик. В ряду у нас в шестом 40 столбиков. С 7 по 10 ряд мы провяжем без изменений. 40 столбиков, то есть 4 ряда. Вяжем без изменений. 11 ряд. Вяжем 14 столбиков без накида. Далее убавка за передние стеночки петли. Столбик повторим 2 раза.
убавка, и 1 столбик без накида. Это второй раз. Далее вяжем 14 столбиков без изменений. И дальше убавка, столбик, повторяем 2 раза. Убавка, 1 столбик без накида, убавка и столбик без накида. Закончили ряд. В 11 ряду у нас 36 столбиков. Далее 12 ряд мы провяжем без изменений, 36 столбиков. Тринадцатый ряд, 4 столбика и убавка, повторяем 6 раз. И в ряду останется 30 столбиков. 2, 3, 4 и убавка за передние стеночки петли. Итак, перед тем, как вязать, дальше мы сначала сейчас вденем наше отверстие в начале все наши листочки. Если вы начинали вязать с кольца, да, делали кольцо, то я вам говорила вначале, не стягивайте его сильно, чтобы можно было продеть. Когда проденете, тогда уже стяните и зафиксируйте это кольцо. Если вязали так, как я, то тут у нас все уже зафиксировано сразу, поэтому мы просто вдеваем. Но для начала мы должны все наши ниточки зеленые спрятать. Вот я везде спрятала, вот оставила последнюю ниточку. Вот так вот я пропустила иголочку между столбиками тут. И спрячу туда ниточку. Вот, итак, значит, будем вдевать. Вдеваем именно вот наши вот эти вот до провязанного цепочки. Вдеваем. Чтобы вот так вот оставался хвостик, тут получается, да? Каждый листочек вдеваем сюда. И тут внутри мы эти все ниточки свяжем между собой и зафиксируем. Смотрите, можно немножечко туда продеть, чтобы из-под этой дырочки у нас не нитки торчали, да, вот, чтобы не было видно голых ниток. Можно побольше туда продеть, чтобы более плотненько легли, вделись наши эти все листочки. Вот, когда мы все листочки проденем так плотненько, можно немножко сюда вот так вот чуть-чуть буквально втянуть. Вот, чтобы так вот нитки не было видно, да, вы поняли? Значит, втягиваем туда хорошо. И здесь делаем хороший узелок, такой плотный, чтобы оно не вылезло. Но если вдруг сомневаетесь, что может вылезти, то я же говорю, можно здесь просто эти нитки за вот такие вот столбики, каждую ниточку просто зафиксировать, и они уже никуда не денутся. Но после того, как сделаете такой хороший узелок. Ну вот я сделала такой хороший узелок. И листочки не должны вылезти. Вот. Если вдруг есть какие-то сомнения, то просто каждую ниточку можно зафиксировать. Вот. Дальше мы немножко начнем уже набивать, потому что дальше у нас опять пойдут убавки. Дальше 14 ряд. 3 столбика и убавка повторяем 6 раз. И в ряду у нас останется 24 столбика. 3 столбика и убавка. Если вдруг вам неудобно мешает синтепон, то можно попозже немножечко, ну, как бы набить, потому что еще у нас тут место большое, пространство. 3 столбика и убавка повторяем 6 раз. Следующий 15 ряд вяжем без изменений, 24 столбика. Следующий ряд 16, 2 столбика и убавка повторяем 6 раз. И в ряду у нас остается 18 столбиков. 2 столбика и убавка.
Продолжаем наполнять. И наполняем так, придавая форму свеклы такой вот приплюснутой, да, свекла такая не круглая, а более такая приплюснутая, поэтому стараемся наполнять по краям плотненько так, чтобы и получилась такая вот форма. Следующий ряд 17, вяжем без изменений 18 столбиков. 18 ряд, столбик и убавка. Повторяем 6 раз, и в ряду остается 12 столбиков. Столбик и убавка. 20 ряд, простите, 19 ряд мы провяжем без изменений 12 столбиков. 20 ряд, 6 убавок подряд. В ряду останется 6 столбиков. Провязали. Теперь сделаем такой вот хвостик, как у свеколки, да, вот тут вот есть. Значит, набираем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Начиная со второй петли от крючка, мы провяжем 3 столбика в обратную сторону. 2, 3 и делаем соединительный столбик. Соединительный столбик в следующую петлю, где делали убавки, сюда сделаем соединительный столбик. Ниточку отрезаем. Затем оставшиеся вот тут вот столбики мы проденем сквозь них ниточку. Стянем. Можно еще продеть, вдеть вот сюда где-нибудь. Закроем. Можно просто прошить, закрыть отверстие, которое у нас осталось вот тут. И получится вот такой вот хвостик. Его можно так немножечко подкрутить, чтобы он такой, у него вид был слегка подкрученный. Ниточку зафиксировать и спрятать. Вот, значит, мы ниточку выведем где-нибудь здесь, чтобы тут все стянуть. Делаем узелочек и прячем. Ну вот, такая вот свеколка у нас получилась.